Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, я продолжаю предсказание на 2022 год, вторую часть. Для того, чтобы иметь представление и понять, почему именно год вещего ворона и каким образом это вычисляется, что за тотем года, что за хранитель года. И иметь общее представление о предсказаниях, я попрошу посмотреть первую часть. Предсказание 2022, год вещего ворона. Часть первая. Потому что я не могу повторить одно и то же, и будет неправильно, и не считаю нужным. Во второй части у меня предсказания для каждой страны, и поэтому потребуется некоторое время. Не будем возвращаться вновь и вновь к одной и той же теме. Итак, вещий ворон или воин царских кровей. То есть один тотем – дух-покровитель, сила, эгрегор – покровитель этого года. И второй – это эгрегор – покровитель человеческих, людских душ. Скажу вам честно, ни один год предсказание ни для одного года не было настолько сложным для меня, как предсказание 2022. Огромное количество, поток информации. И, во-первых, нужно понять, сортировать эту информацию, чтобы самое главное вам сообщить. Во-вторых, настолько, скажем так, такое огромное количество мелочей, такое огромное количество происшествий, потому что год переломный. Очень, очень непросто. В этом году особенно непросто, поэтому я решила, наверное, начиная с этого года, ввести новую традицию для себя в том числе и не выходить в прямом эфире, чтобы меня не отвлекали, чтобы я могла как можно больше информации вам отдать на следующий год. Еще один вопрос, который волнует всех. Придется сказать, наверное, по-другому, потому что сейчас охотятся за каждым словом в Ютубе. Даже людей, которые за, скажем, за свободу выбора, да, этих людей объявили врагами народа, даже фильм такой сняли. Это ужасает, конечно, когда мы просто оказываемся во времена 1937 года враги народа. Это страшно, и таких журналистов надо судить, сажать, и просто за это разжигание, понимаете, розни между людьми, за это вот. Вы представьте, людей называть врагами народа за то, что у них есть свое мнение, за то, что они смеют открыто выступать. И самое интересное, чем больше пытаются настроить друг против друга людей, тем больше люди объединяются против них самих. Вспомнилась древнеримская поговорка, что те, которых нагнули, ненавидят не тех, кто их нагнул, а тех, кто не нагнулся. Вот из той серии. Теперь вопрос насчет того, кто уже кое-что сделал ради того, чтобы пойти в торговые центры, ради того, чтобы пустили в рестораны, еще что-то там такое. Штамп на свое лицо принял. Ну, что я вам могу сказать, друзья мои?
вам нужно следить за своим здоровьем и следить очень интенсивно по той простой причине, что если у вас есть хронические заболевания или некие генетические отклонения, то они усилятся. И в ближайшие 5-6 лет многие из этих людей просто уйдут. И каждый уйдет в свое время, чтобы мы даже не заподозрили. Это своеобразная чистка от больных, от инвалидов, от немощных, от людей с генетическими отклонениями и прочее, прочее. Миллион раз уже об этом говорила. Кто услышал, тот услышал. Все остальное уже ваши проблемы, потому что я устала, и я не собираюсь уделять внимание людям, которые меня не слышат. Единение народа и борьба против общего зла предстоит, и год вещего ворона именно к этому приводит. Вещи мудрый, знающий, видящий наперед. Он будет вести людей активных, людей сильных, людей, готовых бороться за себя. Воин, человек, который будет воевать за себя, он победит. Но только тот, кто будет воевать за себя. На поле брани вороны и клюют глаза мертвым, тем, кто не шевелится, тем, кто ничего не делает. То же самое будет происходить в жизни. Заклюют и унизят тех, кто за себя не борется, кто за себя слова не говорит, кто держится за свою работу, должность и прочее, прочее. Объясняю вам, что никто вас не лишит ни работы, ни должности, ничего. Абсолютно ничего с вами не сделают, если вы будете бороться за себя, за свое право, за свое имя. Совершенно ничего не сделают. Но если вы не будете бороться, то это продолжится дальше. Впрочем, рекомендую, еще раз говорю, посмотреть первую часть для того, чтобы я по новой не повторялась и не говорила, потому что я в первой части дала те рекомендации, которые вам помогут выжить в 2022 году. Далее. Это год финансовых потоков. Ворон находит блестящее, ворон находит золото, ворон прекрасно ориентируется, где есть еда, где есть пропитание. Поэтому ворон замечательно, скажем, вам покажет и направит туда, где будет ваше богатство, где будет ваш карьерный рост и прочее. Но вам нужно шевелиться, вам нужно быть живыми, а не мертвыми, чтобы год вас не заклевал. Я сейчас буду говорить о каждой стране, а потом мы вернемся, собственно говоря, к тем деталям, которые, может быть, я еще пропустила. Итак, естественно, Россия. Россия одна из самых, точнее, самая огромная страна в мире. Многонациональная, многоконфессиональная наша Россия, которая давно уже стала мишенью для многих и многих желающих поживиться на ее ресурсах. Что будет с Россией? Первое. Выйдет закон о сохранении леса. Вырубка леса значительно сократится и будет очень жесткий контроль. Будут выявлены люди, виновники пожаров, будут выявлены компании, которые занимаются лесом. И эти компании очень жестко и жестоко ответят. Они предстанут перед судом, откроются новые подробности всего этого происшествия. Вырубка леса значительно сократится. Это первое. На севере найдут новые месторождения чего-то. Может быть, новую станцию построят по переработке какого-то еще сырья, ресурса.
И это будет очень грандиозное событие. Об этом будут говорить, писать, в общем, показывать по телевизору. Да, я напомню, что все то, что было сказано и про Крым, и про Крымский мост, и прочее, тоже сбылось. Поэтому там даже не нужно следить вам за новостями, собственно, специально. Вы каждый раз будете смотреть, узнавать и вспоминать, что в «Ведьминой избе» вам уже это сказали, это уже было. Улучшение дорог. Огромные ожидается, значит, начало огромных работ по улучшению дорог. Асфальтирование дорог, и города-миллионники начнут строить круговые дороги, как вот в Москве МКАД, вот кольцевые дороги. Ожидается открытие большой дороги возле моря, прям вот вдоль моря будет идти. Несколько южных городов соединятся воедино. Не станут одним городом, вот этой магистралью соединяться. Это будет грандиозный большой проект, и он прям будет идти вдоль моря. Это автомобильная дорога, не железнодорожная, автомобильная, прям вот вдоль моря. В России начнут строить какой-то маленький новый городок, который со временем станет большим городом. Этот городок будет строиться где-то недалеко от Твери, Тверской области. Прям вот покажут, что вот какое-то новое поселение, новый город, новое село, что-то пока новое, для чего-то, экспериментальный такой городок, который потом станет городом. Вот в течение нескольких десятков лет это уже будет нормальный такой средний статистический город. Запустят проект «Дом каждому». Новый проект «Дом каждому». Вот прям так, наверное, и назовут. И молодые семьи будут вкладывать, то есть им дадут какой-то капитал, помимо материнского капитала, им дадут некий капитал, который они будут вкладывать в этот дом. То есть выбирать будут сами, то ли строить этот дом, или покупать, или в новостройках вложиться, а потом взять этот дом и по частям выплачивать остаток и так далее. Это делается для того, чтобы поощрять здоровые семьи, родить детей здоровых. Поощрение рождаемости, собственно говоря, но начнется какая-то некая борьба с алкоголизмом, будут постоянные аресты, выявления людей, которые ведут аморальный образ жизни, ожесточат эти законы, начнутся вот прям новая пропаганда здоровой жизни и прочие какие-то, запустят новый проект «Не пьющая Россия», вот и даже будут рекламу показывать, вот я не пью, и ты не пей, что-то в этом роде. Но боюсь, что это немножко провальное дело, особо не будут действовать. Далее. Пенсионерам дадут возможность помочь внукам брать за счет своей пенсии что-то там оплачивать или являться как бы поручителями своих внуков для того, чтобы им помочь. Вот опять какой-то новый проект, который запустят. Найдут новое месторождение алмаза, найдут новое месторождение необычного камня в России, который еще до сих пор не было. Это кристалл. Это кристалл, смесь алмаза с чем-то. И он чем-то схож вот искусственным бриллиантом, муассанитом. Он чем-то схож с муассанитом, такой же дорогой, но вот что-то среднее между бриллиантом и кристаллом обычным. Хотя бриллиант тоже кристалл, но он такой средний
статистически. Не совсем бриллиант, но и не совсем обычный камень. Такое месторождение было в Африке, но оно закончилось в 80 каком-то году, и после этого этот камень где-то, то есть нигде больше не находили. И вот найдут в России. Якутия. Какое-то волнение народное. Ждите в Якутии. Будет смена власти. Москва резко займется якутскими, значит, местными властями. Многих обвинят в коррупции, начнут сажать. Вот начинается охота на ведьм. Не в том смысле, чтобы именно ведьм, ну, я надеюсь, вы поняли, в переносном. Начнутся козлы отпущения. Значит, аресты будут в Якутии, аресты будут в Камчатке. Вот где более такие богатые, да, и месторождения, и вот рыба, там, и морепродукты, все эти вот. Обвинят вот камчатские власти в потакании пиратству, потакании браконьерству и так далее. Начнутся большие судебные процессы. Ростов попадет под раздачу. Ростов, Ростовская область, очень большие шишки, начальники будут сниматься с должностей, будут показывать их дома, там золотые унитазы, и все пошло-поехало. Значит, большие начальники с Москвы хотят поставить своих людей и начнут их всех сметать. Сметать в разные стороны, потому что их не устраивает то, что там происходит. Ну, естественно, это скажут ради народа, вот, с коррупцией. Но мы всегда знаем, что ради народа никогда ничего не делалось и делаться не будет никогда во веки вечные. Всегда делается ради своих интересов, но иногда их интересы совпадают с интересами народа. Такое бывает иногда. Таким чудом происходит. И вот большие боссы с Москвы, значит, будут местных царьков вышвыривать и ставить своих людей, потому что Ростов, Ставрополь, дальше идем, Краснодар, вот эти все месторождения, там, что у нас еще есть, Кисловодск, да, и прочие города, которые, ну, такие туристические, богатые, денежные города, там должны быть свои представители. Эти, которых давно поставили, опять же, с Москвы, они не оправдали доверие тем, что слишком много жрут, много загробастали, мало отдают центру. А им надо такие люди, чтобы они изначально, то есть, старались. Вот они время от времени, значит, старые одеяла встряхивают, оттуда всех мелких и больших начальников сметают и ставят новых людей, ну, лет на 5-6, опять же. Пока те себе унитазы золотые сделают, потом их обратно туда, откуда пришли. Итак, в Москве начнется грандиозная постройка. Какой-то большой квартал, и он будет носить там название, может, «Тысячелетие России», что-то в этом роде, одним словом. В православной церкви начнутся скандалы. Начнутся между собой церковные власти, в общем, начнут, за эти вот печати против выступать. Кто-то их будет называть демоническими печатями. Там вот об этом было сказано в Писании, что вот примут они там число дьявола или число зверя и все прочее. И они начнут между собой, ну, просто начнется церковный раскол. Начало церковного раскола в год Вещего Ворона. Такой церковный раскол был при царе Алексея Михайловича, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, при Алексее Михайловиче был такой же раскол. Вспомните Никона, которого сослали, говоря о том, что он староверец, ну, в общем, поддерживает старых традиций. Нет,
наоборот, он новые традиции вел, новый Иерусалим построил в Москве, что посчитали кощунством, как так, Иерусалим только один, и вот он Голгофу построил, там Христа на этой Голгофе и все такое. Мы ходили туда когда-то на экскурсию смотреть. Это, ну, красивое зрелище, я вам скажу. Ну, естественно, немного такое кукольное, потому что там крест на Голгофе Христос. Посчитали, что это не по православному, это больше католичеством пахнет. Одним словом, его сослали. А на самом деле причина была очень банальная. У него были тайные дети от царевин. Он был их любовником. И когда это узнали под предлогом, что он хочет старые, то есть новые порядки вести, значит, его отправили восвояси. Раскол церкви. Начинается раскол церкви, прям будут выступать друг против друга, говорить. Северная церковь даже изъявит желание отделиться от Москвы, что в Москве вот мракобесие творится, и более они мирские, нежели Божьи слуги и все такое, и вы это увидите. Этот раскол церкви будет повсеместные скандалы, интриги, расследования. Один батюшка то сказал, второй то. Начали батюшек фотографировать, где их там имения, где их мерсы, где их лексусы и так далее, и так далее. Одним словом, вот прям вот конкретный, откровенный церковный раскол. Значит, Москва, исторический парк. Там есть большое такое озеро. Оно наполовину искусственное, потому что он одно время высыхал, его по новой как бы вдохнули туда, извиняюсь, жизнь. Там строятся новые кварталы, и там церковь захочет построить храм, потому что непорядок, столько прихожан, столько денег мимо уходит, надобно их прибрать, понимаешь, к рукам. И будет очень большой скандал, народ выйдет, будут протестовать против постройки церкви, после чего церковные иерархи скажут, что вот народ отошел от Бога, как так можно, они предпочитают гулять, пьянствовать, там отдыхать, нежели ходить к Богу, а там была бы церковь бы всех бы объединила и научила, как правильно жить, напоминая законы Божьи и так далее. Но народ все равно будет на своем настаивать и отстоит это место, не даст построить церковь. Вот сейчас я даже примерно вам скажу. Знаете, недалеко от Марьиной рощи, где-то вот в этих вот краях Москвы, прям старинный парк. Старинный парк. Я даже не знаю особо этот район, если честно. Но это там будет. Так. Тула. Тула откроет новый оружейный завод. Или большой филиал этого завода. Они уже к этому идут, они уже говорят об этом. Они хотят новый оружейный завод, и прям вот это откроется. Это будет очень так знаменательно и будет носить имя Петра Великого. Ну, как-то так, в общем, его времен. Может быть, памяти там, я не знаю, Полтавской битвы, что-то в этом роде, потому что связано с Петром Великим. По сути, он, Петр Великий, первый оружейный завод там открыл. Так. Дальше. Какой-то поток откроется. Какой-то большой поток. Может, еще один северный поток. Может быть, филиал этого потока. Но какой-то большой поток вновь откроется. Вот эта вот магистраль нефтегазовая. Он откроется. И будет большой скандал в Европе, но ничего они не сделают с этим. Цены в ресторанах, в кафе очень сильно упадут, потому что им нужно набрать сейчас клиентскую базу за то время, пока они не работали.
цены упадут на одежду, они упадут на определенные вот товары быта, например, там мебель, скажем, недорогая, да, такая вот доступная бюджетная мебель, там какие-то такие вот именно в дом, для дома, для устройства быта товары. Может быть, ванны, может быть, там унитазы, извиняюсь за подробности. В общем, вот это все для обустройства быта. Но очень сильно вырастут цены на металл, очень сильно поднимутся цены на стройматериалы, на вот там камень, плита и, плитка, значит, и прочее. Очень сильно поднимется именно стройматериалы, поскольку мало поставщиков уже вот из-за всего этого, что случилось. Они, собственно, этого и добивались, что потом рост цен был резко, скачок, и чтобы выжили только большие концерны, магазины и прочее, чтобы вот это вот мелкий бизнес задушить окончательно. Теперь хорошие новости для мелкого бизнеса в России. Будут льготы налоговые. Пока что вы больше платить не будете. И меньше тоже. Вот на том уровне, на котором вы есть, на том уровне и оставят они. Потому как у них сейчас указание как бы поощрять и помогать тем, кто остался. Вот кто вел бизнес и кто остался, тем они помогают. То есть интернет-магазины, прочие, они будут процветать. Они неплохо заработают в году ворона, в принципе. Так, далее. Начнется освещение улиц. Какое-то такое вот одержимое освещение улиц. Будут ставить камеры везде. Как-то вот эта вот мера безопасности очень сильно поднимется. Но год смертей среди врачей много. Умрет врачей. Конечно, припишут этой фигне, но на самом деле умрут просто потому, что очень много было бесчестных врачей, которые, зная правду, многим людям испортили здоровье, скажем так. Будут умирать врачи. Причем даже в молодом возрасте, то есть средний возраст врачей и так далее. Год иномарок. Приобретение иномарок. У многих получится приобрести автомобиль. Железный год называется. Так. Далее. Политические убийства. Причем во всех странах мира. Много политических убийств. Северный Кавказ неспокоен. Политические убийства будут в Осетии. Причем будут убийства и женщин. В том числе женщин, которые угнетают свой народ по чьему-то заказу. Среди них будут судьи, чиновницы. И не только их убийства, и убийства их семей. Это год политических смертей. Заказных убийств. Именно вот таких крупных чиновников, губернаторов, депутатов и прочее. Далее.
будут пытаться еще одну ерунду, еще одну болезнь притащить, но не будет иметь успеха, никто не будет обращать на это уже внимание. Уже успех это не возымеет. Снесут какое-то кладбище, и будет очень большой скандал по поводу этого случая. Это историческое место и кладбище тоже. Ну, по крайней мере, начнут сносить. То есть они вот только попробуют это место, продадут эту землю незаконно, и будет очень большой скандал. С самолетами связаны несколько трагедий. Ай. Несколько трагедий с самолетами связаны. К сожалению. Взрыв газа, метана на каком-то большом предприятии. Халатность, опять же. Вы знаете, такое ощущение, как то ли Магадан, то ли что-то в этом роде. Вот эта область. Там какой-то вот большой взрыв. Значит, я просто сейчас представляю карту России вот с закрытыми глазами, и каждый город. В Петербурге будет небольшое наводнение, но это приведет к очень такому, как бы сказать, страху людей, испуг, переживание, побояться, подумать, что вот сейчас будет потоп. На самом деле небольшое наводнение быстро отойдет, на удивление быстро. Активная позиция людей в России поможет им выйти из этой ситуации. Активные позиции. И даже те, кто, собственно говоря, был пассивен и безразличен к этой ситуации, они открыли глаза. Начнется просто народное сопротивление всему этому. Вот свои рога глобалисты обломали об Россию. Здесь не смогли. Хотя отдельные регионы все же под страхом чуть ли не расстрела повели людей куда надо, да, им. Но основное количество ничего не смогли сделать. Богатый год. Именно для России богатый год. Урожайный год. Суровая будет зима. Суровая снежная зима. Местами прям вот аномальные морозы начнутся. Аномальные до такой степени, что помогите собакам, кошкам, бездомным. Что-нибудь выносите им покушать, на чем-нибудь поспать. Просто по-человечески помогите живым существам, потому что зима будет суровой. Землетрясение. Земля негодует. Будут землетрясения в этом году. Даже в тех местах, где вы не ожидали. Проснется вулкан. Проснется вулкан на Камчатке, но это будет не страшно, потому что... То есть это не такая сильная вспышка. Это так, как бы он даст о себе знать. Признаки жизни какие-то проявит.
А вот в Японии проснется вулкан, и прям опасный вулкан. Будут эвакуировать людей оттуда. По поводу какой-то эвакуации в России, все так. Послушайте меня. Очень много сейчас специально провокационных роликов из Запада снимают для того, чтобы у народа пробудить желание к бунтам, ко всяким этим, понимаете? Чтобы они могли сделать с вами то же самое, что сделали с Грузией, с Украиной, с Арменией. Вот так вот разодрать, уничтожить все святое, что у вас есть. Не нужно всякой ерунде верить. Никакие эвакуации, никакие там зоны и закрытые места. Это все чушь собачья. Перестаньте мне задавать вопросы, вот видя вот эту ерунду со всех сторон, которая вам вливает в уши. Так. Дальше. В школах ведут новую программу, что в школах будет повышенная безопасность. Девушки, в этом году будьте осторожны. Это год маньяков. Их много будут находить. И у них много будет жертв. В этом году будьте очень осторожны. Никакому незнакомцу не садитесь в машину. Возле лифта скажите, вы поднимаетесь, а я потом. Неважно, это удобно, неудобно, вообще плевать. Вам должно быть чихать, удобно это или нет. Понимаете, вам должно быть все равно. Потому что ваша жизнь, она важнее. Пусть вам будет неудобно, вы подумаете, что как-то не очень хорошо сказали, неважно. Самое главное, что вам это удобно, и этого достаточно. Я даже не знаю, настолько много информации, может быть, даже о России загружу отдельно, потом по странам СНГ отдельно, по Европе. Наверное, так и сделаю, потому что невозможно за один раз это все нужно вам высказать и сказать. Так.